Современные образы Санта-Клауса и Деда Мороза во многом восходят Святому Николаю, о его жизни известно немного, а прославился он прежде всего чудесами, приписываемыми ему. Святой Николай тайно оставил приданое 3 девушкам, иначе они могли быть вынуждены идти на крайние меры, чтобы выжить. Он также спас 3 невиновных от казни. Николай пережил великое гонение и, возможно, присутствовал на Первом Вселенском соборе в Никее. Народное почитание сделало его святым. Память Николая отмечается 6 декабря. Легенды рассказывают, как он неожиданно приходил на помощь тем, кто оказался в беде, например, морякам во время бури. Николай Чудотворец появился на Руси еще на раннем этапе христианизации. Его начали ассоциировать с языческим богом Велесом, покровителем скота и зимы. У славян Велес изначально противостоял Верховному Перуну, которого позднее связывали со святым Ильей. В 1087 году, когда Византия отступала перед турками, мощи Николая оказались в опасности. Итальянские моряки тайно вывезли их в город Бари. Это принесло ему большую популярность в Европе. Город Бари стал одним из главных центров паломничества. Он служил перевалочной базой для крестоносцев и паломников, что еще больше усилило популярность Николая как покровителя моряков и купцов. В Западной Европе начали устраивать театрализованные представления о чудесах святого, где некоторые участники перевоплощались в его образ. С XII века в монастырских школах на День Святого Николая один мальчик избирался епископом и надевал епископское облачение, а другие ходили с ним по домам, собирая подаяние. В Англии и на землях, где правили норманы, сложилась особая рождественская традиция. Потомки викингов, приняв христианство, сохранили многие языческие обычаи. Празднование Рождества у них возглавлял участник, переодетый в отца Крисмоса или повелителя беспорядка, напоминавшего бога Одина. Торжества сопровождались пиршествами и весельем, рассчитанными скорее на взрослых и не предполагавшими подарков детям. В раннем Средневековье правители сами ждали рождественских даров от подданных. Монахини первыми начали оставлять небольшие дары у дверей бедных семей для детей в День Святого Николая, по примеру тайной щедрости самого святого. Тогда распространилась и легенда, что он воскресил 3 детей, которых мясник убил и спрятал в рассоле. В средневековой Европе под влиянием старых языческих представлений возникла вера, что у Святого Николая есть помощники, которые наказывают непослушных детей. В Альпийском регионе это были злые крампусы. В Скандинавии существовал похожий обычай – переодеваться в страшного рождественского козла Йолупуки, чтобы пугать детей. У славян аналогом можно считать вождение козы или колядование, но без связи со Святым Николаем. Подписывайтесь, пишите комментарии и ставьте лайки. Протестанты в целом отказались от почитания святых, в том числе Святого Николая. Его место занял младенец Христос, который стал дарителем подарков. Со временем этот образ у немецких католиков на юге вытеснил Святого Николая и стал восприниматься как изначально католический. В протестантских странах образ Святого Николая сохранился только в народных традициях Нидерландов, где он превратился в светского Синтеркласа. Его сопровождали злые помощники, черные питы, которые, по легенде, лазили в дымоходы, чтобы разносить подарки. Постепенно Синтерклаас стал популярным и в Северной Германии, где со временем вытеснил младенца Христа как дарителя подарков. Голландские колонисты привезли эту традицию в Новый Амстердам, будущий Нью-Йорк. В Англии реформация не отменила рождественские пиры, которыми руководил отец Крисмос. Его запретили лишь пуритане в ходе английской революции вместе с самим праздником. В своих памфлетах они называли лорда Крисмоса пьяницей, вором и развратником, считая, что Рождество нужно отменить, чтобы искоренить язычество и пьянство. Их противники-роялисты считали отца Крисмоса символом старых добрых времен, пиров и веселья. Однако его популярность при реставрации монархии так и не восстановилась в прежней мере. В начале 19 века в Нью-Йорке голландские жители сделали Санта-Клауса покровителем города. Рождественские праздники были шумными вечеринками с обычаями пьянства, разврата и вторжений в чужие дома. Это вызвало осуждение у христиан и состоятельных горожан. Выразителем этих настроений стал писатель Вашингтон Ирвинг, создавший образ семейного Рождества с детскими подарками. Современный образ Санта-Клауса, летающего по небу в упряжке из 8 оленей, придумал Клемент Кларк Мур в стихотворении «Ночь перед Рождеством». Этот образ, возможно, восходит к мифам о скандинавских богах Одине на восьминогом коне или Торе, ездившей в повозке, запряженной козлами. В рассказе Ирвинга о первых поселенцах Нью-Йорка голландец якобы увидел Святого Николая, пролетающего повозкой по деревьям, и получил совет основать город на острове Манхэттене. В американской традиции Санта-Клаус стал приходить не в День Святого Николая, а на Рождество. Его образ приняли протестанты, а члены армии спасения переодевали в Санта-Клаусов, чтобы раздавать подарки детям из бедных семей. В
В викторианской Англии образ отца Крисмоса постепенно уступал место Санта-Клаусу. Внешне он все еще сильно отличался от современного. Например, иногда изображался в зеленом пальто с меховой оторочкой. Похожие изменения происходили в Скандинавии, где рождественский козел Йолу-Пуки стал добрым и все больше напоминал Санта-Клауса. В Российской империи с 18 века Михаил Попов и другие авторы пытались показать, что славянская мифология не беднее греческой или римской. Они достраивали пантеон богов и придумывали имена духам, создавая видимость богатой языческой традиции. Из Карпатско-Балканского региона был заимствован образ зимнего существа – Карачуна, неизвестного восточным славянам. Эти выдумки перекочевали в труды этнографов и сборники сказок 19 века. Книгу Афанасьева даже запретил Синод. На их основе и частично под западным примером писатели вроде Островского и Ушинского создали образ Деда Мороза. Большевики запретили его как символ Рождества, поповского и буржуазного торжества. Вернули Деда Мороза при Сталине в 1935 году, когда Новый год стал официальным праздником. В странах социалистического лагеря, например, Польша, им пытались заменить Святого Николая, но это не прижилось. В Америке в 1931 году компания Coca-Cola создала современный облик Санта-Клауса для рекламы. Добродушное лицо, белая борода и красно-белый костюм. Образ быстро распространился, но в Европе многие католические священники выступали против коммерциализации Рождества и осуждали превращение праздника в светское семейное торжество. Подписывайтесь на канал, чтобы узнать больше и не пропустить новые видео.